Сегодня посадка помидоров. Вот так выглядит плантация. Я разложила все сорта. Тут у меня 5 сортов. И буду высаживать. Сегодня 3 мая. Также приготовлен спанбонд, потому что все может быть. Может быть и мороз, и холодные ночи могут быть. Поэтому будем высаживать пока под спанбонд. Думаю, вы знаете, что перед высаживанием рассады томатов на постоянное место ее следует закалить. Примерно 10-15 дней подержать в более суровых условиях, под открытым небом, с ночевкой, не в теплице, а в обычных природных условиях, там, где эта рассада затем будет расти. О том, что рассада томатов закалена, свидетельствует фиолетово-синий цвет стеблей растения. Посмотрите, вот как здесь, видите? Синий-фиолетовый цвет стебля томата явно выражен. Рассада ранних и среднеранних томатов, выращенная с пикированием, готова к посадке на постоянное место примерно в 40-50-дневном возрасте. А вот среднепоздние и поздние сорта на 15-20 дней позже, в возрасте 55-60 дней. Если же вы выращивали рассаду томатов без пикировки, сразу сеяли в кассеты, а затем делали перевалку в горшки или в стаканы большего объема, то такая рассада готова к высадке примерно на 10 дней раньше, чем безгоршечная, ведь у нее было меньше стресса и силы на то, чтобы прижиться на новом месте, такая рассада практически не тратила. Как же подготовить рассаду томатов к посадке на постоянное место в грунт? Здесь надо соблюдать 2 разных подхода, ведь рассаду можно выращивать и в горшках, и в общих плошках. Рассаду в плошках, растущую в большом коллективе, так сказать, вечером за день до посадки не забудьте обязательно хорошо полить в 2-3 подхода, но небольшими дозами. После такого полива на следующий день, в день высадки, вам будет проще отсоединять корневую систему каждого растения от общей массы. А томаты в пластиковых стаканах или горшках лучше не поливать, чтобы земляной ком не размяк и не развалился при посадке. Лучше польете такую рассаду после посадки в грунт. Каждое растение перед посадкой внимательно осмотрите. Корневая система должна быть здоровой, белого цвета или слегка коричневого, бежевого, я бы сказала, без корневых гнилей, без повреждений. Корни не должны обрываться. Важен также сам срок посадки рассады. Она не должна быть переросшей. Переросшая рассада, которая уже начинает бутонизацию и цветение, плохо приживается, болеет, теряет нижние листики, что задерживает созревание плодов и снижает продуктивность самого растения томата. Очень важно, чтобы рассада, которая росла в общей плошке, сохранила как можно больше почвы на корнях. Это поможет лучше сохранить корневую систему. Глубина посадки рассады до точки, где находится основа первого настоящего листика. Хорошо уплотните почву вокруг посаженного растения и хорошо полейте теплой водой. Если же погода засушливая, то рассаду нужно поливать каждый вечер не менее 2-3 дней. Пересаженная рассада должна хорошо держаться в почве. Как это проверить? А вы потяните розетку
листьев двумя пальчиками вверх. Если листики обрываются, но растение остается в грунте, значит вы посадили правильно. Рассаду томатов, которая очень переросла, лучше посадить лежа или уложить стебли в лунку и сверху присыпать почвой. Перед этим на стебле немножко нужно оборвать нижние листья, чтобы они там не гнили, и если они в этом случае мешают и попадают в слой почвы. Затем нужно присыпать растение влажной почвой слоем около 4-8 см и хорошо полить. Как только вода впитается, засыпать сверху лунку сухой почвой для уменьшения испарения влаги. Где-то за неделю при таком способе посадки на стебле, который находится в слое почвы, образуется корневая система, что значительно усиливает рост растения. Помидоры были посажены 26 февраля. Посмотрите, какое уже кольцо корневое. Вот это я все сейчас буду отрывать и высаживать. Это у меня Конго, розовая сливочка. Высаживать буду. Земля уже прогрелась, достаточно теплая. Высаживать буду каждый помидорчик на расстоянии примерно 70 сантиметров друг от друга, потому что это высокорослый помидор. И так вот выглядит посадка. Еще один покажу. Помидоры высаживаю в ряд, потому что буду подвязывать. Видите, какой уже корень прям. Даже пасынок уже есть. Сейчас выломаю. Весна холодная, все задержалось. И посадка тоже. А полью после того, как повысаживаю. Вот такой вот помидорчик. В конце, как только посажу, покажу уже общий вид, как это будет выглядеть в конце посадки. Первая посадка томатов состоялась. В общем, я посадила 2 ряда. Смотрите, 2 ряда посадила высокорослых. И ряд еще у меня осталось тут расстояние. Посадила низкорослых, потому что будут дуги и будет спанбунд. И чтобы место не пустовало, я решила все-таки занять его по максимуму, как обычно. Вот так выглядит посадка томатов. Почва прогрета уже примерно до плюс 12 градусов, то есть томат уже можно высаживать. После того, как он немножечко прирастет, через недельку я его подкормлю комплексным удобрением. Схему подкормки я выложу в конце этого видео. Всем спасибо за просмотр, всем хороших урожаев, скоро увидимся. Ну и наконец, важная подкормка рассады томата после посадки в грунт, как я и обещала. На 10 литров теплой воды нужно взять 40 грамм суперфосфата и 80 грамм сульфата калия. Хорошо размешать раствор и полить таким удобрением каждое растение под корень из расчета 1 литр удобрения на одно растение.